Морской монстр, обнаруженный у берегов Австралии, секретная база инопланетян, а также загадочный человек, в котором опознали путешественника во времени. С вами канал Фактопс, и в этом выпуске я покажу вам эти и другие редкие исторические фото, которые никто не может объяснить. Погнали! Начнем с этой фотографии, которая была сделана в 1950 году возле фермы, расположенной рядом с городом Макминвилл, штат Орегон, США. Пожалуй, она стала одной из самых известных и старых снимков НЛО. В этом же году многие американские журналы напечатали эту фотографию, которая, по мнению уфологов, является подлинной. На ней видно наклонившуюся немного в сторону летящую в небе тарелку. По мнению некоторых скептиков, этот неопознанный летающий объект был всего лишь дефектом пленки и мог появиться на фотографии из-за пятнышка на линзе фотоаппарата. Так или иначе, до сегодняшнего дня никто так и не смог ответить на вопрос, была ли летающая тарелка настоящей или нет. Не менее жуткая история произошла в 1924 году в трюме танкера SS Watertown. В этом году там произошла утечка газолина. В это время там работали два моряка – Джеймс Кортни и Майкл Михан. Они получили смертельное отравление, и в тот же день их со всеми по частями похоронили в море. Однако на этом история не заканчивается. Вскоре после этого члены команды заметили в море странные объекты. И нет, это было не НЛО. На мой взгляд, это было намного страшнее. Члены команды стали видеть в море лица своих погибших товарищей. Казалось, умершие моряки плыли следом за танкером. Когда на борту началась легкая паника, капитан решил доказать своей команде, что это всего лишь обман зрения, и сделал несколько снимков. Пожалуй, он это сделал зря, ведь то, что видели моряки на снимках, только сильнее их напугало. На первых 4 фотографиях не было ничего необычного, а вот на последней 5-й действительно можно увидеть лица Джеймса Кортни и Майкла Михана. Позже никто так и не смог ответить на вопрос, почему погибшие моряки преследовали танкер. Как это возможно? 1941 год. Открытие провинциального моста в канадской провинции Британская Колумбия, South Fork Bridge, который был построен взамен смытого наводнением. Все радуются и фотографируют. Открытие прошло успешно, и все остались довольны. Однако на следующий день всплыло вот это загадочное фото. Ничего странного не замечаете? Среди прочих собравшихся стоит молодой человек. Он-то и привлек внимание общественности. На фото явно запечатлен человек из другой эпохи. Несколько десятилетий никто не мог объяснить эту историю. Оценить, насколько он современен, трудно. Тем более весь силуэт не виден. Солнечные очки, они, конечно, особенные, с кожаными накладками на дужках, прикрывающими глаза от ветра и боковых лучей. Но специалисты уверяют, что подобные конструкции уже были в конце 30-х годов 20 века у альпинистов. Что реально удивляет, то это хлопковая майка с напечатанной на ней эмблемой. В то время их эмблемы пришивали, но не на майке, а на свитера. 1964 год. На побережье Квинсленда в Австралии светит солнце и дует легкий ветерок. Французский фотограф Роберт Лессерек со своими друзьями как раз отправился туда в путешествие. Он планировал хорошенько отдохнуть и сделать множество интересных снимков. В один день они решили отправиться в небольшое плавание на своей лодке. Как вдруг увидели что-то очень похожее на гигантское черное существо, напоминающее змею. Некоторые люди предположили, что это мог быть просто длинный брезент или что-то подобное. Однако это фото осталось чрезвычайно странным и загадочным, и до сих пор не существует достоверного объяснения его происхождения. В то же время было очевидно, что это не может быть большой рыбой или каким-то исследовательским аппаратом ученых. Больно уж эта штука была странной формы, да еще и гигантских размеров. Тем не менее, люди успели сделать снимок и выйти сухими из воды. А вот еще одно фото неопознанного летающего объекта. Билли Мейер, швейцарский писатель, утверждает, что вошел в контакт с пришельцами звездного скопления Плеяд, которое находится в созвездии Тельца. Более того, он сделал фотографии, которые подтверждают это. Ученые посмотрели на эту фотографию и пришли к выводу, что фото не было сфабриковано. Однако они не рассматривали возможность их подделки другими способами. К примеру, Мейер мог подвесить свои блюдцеобразные космические корабли к деревьям, оставшимся за кадром, с помощью тонких незаметных нитей. В начале 20 века близ города Тронхейм в Норвегии люди стали замечать в небе странные огни, которые напоминали что-то между полярным сиянием и солнечным затмением. Однако они не были ни тем и ни другим. Именно поэтому в 1907 году ученые решили отправить туда экспедицию. Они разбили палатку в той самой долине и наблюдали неизвестное свечение. Также было сделано фото, которое позже изучали десятки лучших умов.
Однако, несмотря на все усилия, причина появления оптических явлений до сих пор непонятна ученым. Свечения могут длиться разное количество времени, быть различных оттенков и отличаться яркостью. Явления настолько странные, что к их изучению подключилось множество организаций, включая норвежских уфологов, видящих в этом руку космоса. Другие уже уверены, что это место является секретной базой инопланетян. А что думаете вы? С 15 апреля по 4 июня 1989 года в Пекине проходила акция протеста на площади Тяньаньмэнь. Главными участниками этих протестов были студенты. Причиной протестов была смерть одного из главных политических деятелей Китая. Ранним утром 4 июня по решению политического руководства страны выступления были подавлены Народно-освободительной армией Китая с применением огнестрельного оружия и бронетехники. Оценка числа погибших варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч и тысяч раненых. Через несколько лет всплыл вот этот вот странный снимок, который был сделан именно в то время на той самой площади. Какой-то безоружный человек в течение часа сдерживал колонну танков. Личность и дальнейшая судьба человека так и осталась тайной. Следующая история произошла в Техасе. Семья Куперов переехала в новый дом. Они захотели в кругу семьи отметить новоселье. Отец решил сделать семейную фотографию. Когда он сделал снимок, все продолжали отдыхать и общаться за столом. Но после того, как фото проявили, на ней оказалось мертвое тело какого-то человека, свисающего с потолка. Когда семья была за столом во время торжества, никто не ощутил ничего присутствия и не видел ничего подобного. Иногда, описывая эту историю, указывает, что это был 1950 год. Когда и где в действительности была сделана эта фотография, неизвестно, поскольку она и сопровождающая ее история появились в сети только в начале 21 века. Помимо странного силуэта, на фотографии выделяется темное пятно, частично закрывающее ноги мальчика. Если это пятно является физическим объектом, то он должен находиться между скатертью, покрывающей стол, и мальчиком, сидящим на коленях. Если бы это был предмет, находящийся в комнате, например, спинка стула или черный плед, то он бы попал под вспышку фотоаппарата. Таким образом, можно предположить, что это пятно чужеродное, как и призрак. Фотография призрака замка Рейнхэм-Холл стала одной из самых известных фотографий. Нетрудно понять почему. Многие очевидцы мрачного строения, посещая его, даже не представляли, что это одно из самых знаменитых домов с привидениями в Великобритании. Коричневая леди была названа так из-за своего наряда коричневого платья. Никто не может знать наверняка, чей призрак запечатлен на этой фотографии, но многие полагают, что это призрак леди Дороти Уолпол, сестры Роберта Уолпола, первого премьер-министра Великобритании. Дороти была замужем за Чарльзом Таунсендом, которого считали отвратительным человеком с жестоким характером. Мало того, что он был неприятным человеком, Чарльз был еще и параноиком. Поговаривают, что Чарльз запер жену в подземелье замка. В 1725 году Чарльз похоронил Дороти, но многие считают, что она умерла гораздо позже, в темнице от истощения. В мире есть много относительно правдоподобных фотографий призраков из прошлых столетий. Стиль их одежды и аксессуаров указывают нам на конкретные эпохи. Но что насчет призраков из будущего? Лора Сис из Скарбора, Англия, сфотографировала свою 5-летнюю дочь Аэшу в прекрасном голубом платье. У Аэши не было друзей, пока она не пошла в школу. Поэтому остается загадкой, как эта незнакомая девчонка оказалась на заднем плане. На первый взгляд ее трудно рассмотреть, но можете поставить видео на паузу и хорошенько приглядеться. И почему эта девочка так похожа на младшую сестру Аэши Софи, которой на тот момент было всего 3 года. Мать девочек и другие члены семьи не знали, что это за ребенок. Они не узнавали его до тех пор, пока не увидели фото на Фейсбуке 10 лет спустя. Лора сразу подумала, что Софи делает на этой фотографии. Это просто невозможно. Есть только одно объяснение. На фото оказался призрак из будущего. В период 7 сентября 1940 по 10 мая 1941 года на Великобританию обрушилась авиация гитлеровской Германии. Бомбардировка была такой силой, что к концу мая 1941 года более 40 тысяч мирных жителей, половина из них в Лондоне, погибли. Большое количество домов в Лондоне было разрушено или повреждено. Спустя 83 года люди нашли вот этот вот интересный снимок, который был сделан зимой 1940 года. Судя по всему, на фото изображено местное небо после недавних авиасражений. В 1964 году семья британца Джима Темплтона прогуливалась около залива Солуи-Ферд. Глава семьи решил пофотографировать свою дочь. Кроме них там не было никого. А когда снимки были проявлены, на одном из них была обнаружена странная фигура, выглядывающая из спины девочки. Силуэт был очень похож на космонавта. Кстати, анализ показал, что фото не подвергалось никаким вмешательствам.
Бывали ли у вас такие случаи? Напишите в комментариях. А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.